Доброго времени суток. Итак, у многих, кто продолжает играть, в течение 2 месяцев где-то, и достигает лимита 80 уровня, ему предлагают перейти на эндгейм контент, возникает вполне логичный вопрос, а стоит ли? С одной стороны, вам открываются некоторые преимущества, что-то новое, с другой стороны, а хватит ли у человека сил, точнее, валькирий, достаточно сильных, чтобы получать все, что ему хотелось бы от более сложного этапа игры. И в этом видео сейчас продемонстрируем, что же мы получим в итоге после этого перехода и стоит ли оно того. С одной стороны, да, согласен, что будет, может быть, сложновато. А может быть, это не так уж и сложно. Итак, первое, что многие слышали, это pre-arm оружие. Хотя в этом обновлении оно уже доступно для игроков и меньшего уровня, но основная его сила раскрывается только здесь, после обновления до 65 уровня. То есть... Так, покажем на более ярком примере максимальный урон, который может показать это оружие. Ну, допустим, вот. Последний персонаж, который был добавлен. 65 уровень. Атака 436, 15 крит. Если взять немного другого персонажа, Рита, то многие попадалось ее оружие, смогли выбить обычным. Знают, что скилл оружия используется СП. После же перехода на pre-arm максимального уровня его можно использовать дважды и СП не тратится. Далее. Режимы игры. Super String Dimension, то заменяет Q Dimension, если не ошибаюсь. Так уже давно не играл. Что оно из себя представляет? Первое — это 3 миссии. Нужно набрать нужное количество очков, и вы сможете получить следующие награды. Далее, это режимы сами по себе. То есть от самого простого, то есть также это уровень сложности. Чем дальше, тем будет сложнее проходить его. Будут более сильнее монстры, мобы, как кому будет удобнее. И то, что вы будете получать за каждый ранг. То есть это 2 раза в неделю. Продвигаясь по рангам. У вас будут более лучшие награды. Но опять же, это все гораздо сложнее. Причем заметно. Если брать, скажем, режим этот и этот, в котором я сейчас, то сложность чувствуется сразу. Ну, считайте, к примеру, при данной сложности за 1 раунд получают 320 кристалликов и еще плюс 100 за миссию. Такая вот прибыль. Далее, из ивентов периодически появляются блокады. То оно и для чего? Фактически это возможность фарма ресурсов для обновления оружия при арм. Оно также меняется по свойствам, которые валькирии будут нужны для этого. То есть будут определенные миссии дополнительные и что из себя представляет. То есть нужны валькирии с определенными способностями, так назовем это. Здесь они указываются, какие вы можете поставить, какие нужны для этого. Что оно дает, указывается здесь. Увеличение от урона,
комбо для дополнительного урона и так далее. То есть 3 действующие валькирии, которые будут у вас сражаться, и 3 вспомогательные, чтобы полностью заполнить потребность в модификаторах. Дальше, так. Что не сказал здесь? Ну, как видите, здесь таблица рекордов. То есть за набранные очки вы либо останетесь здесь, если добьетесь уровня 0. 10 место здесь. Если же будет меньше очков, то вас откинут, когда будет меньше этого вот лимита. Вы отправитесь на предыдущий ранг. Здесь же то, что нужно будет. Открытие, какие валькирии нужны. В этот раз нужны валькирии морозного типа. Это будет 3. Первые 2 уровня. Это мороз, и вы получите ровно 6000 очков. Здесь же, чем быстрее вы сможете пройти этот этап, тем больше очков вы получите. Ну, а здесь рандомные. Огонь, молния, все что угодно может быть. Но также 6000 очков. И суммарная 21 тысяча. Точнее так, 3000 за прохождение этого уровня вы получите. И все остальное это уже бонус за время пойдет. Так, далее. Где мы знаем... здесь сейчас нет уже кнопка Light, которая очень помогает сократить время на прохождение всего этого. В Memoria Area на этом уровне открывается своя кнопка Light. Вы должны пройти всех их боссов полностью на максимальных рангах, и тогда после этого вы сможете также будет тратиться попытки на все это и потихоньку заполнить прохождение, а потом уже в самом конце просто пройти последних, и тогда у вас кнопка Light будет активна, и также сможете все это пропустить быстро, все эти этапы. Если же вы не сможете пройти этих боссов, последних 3 S ранга, тогда вам будет возможность пройти только до 2S, поднять с помощью кнопки Light. Если же и это не получится, тогда кнопка Light будет неактивна и придется все проходить сначала. Ивенты. Так, при 80 с плюсом уровне также открываются некоторые дополнительные ивенты, типа для прохождения при арм оружия, обзоры небольшие, которые могут быть недоступны. Ну, в общей сложности все. Так, чтобы показать, это не будет слишком сложно. Но. Соберем небольшую команду. Так. И по-быстрому пройдем один уровень и посмотрим, что откроется в конце. Так, про это оружие, думаю, знают. Стоп, пардон. Назад. Так.
И текущий уровень, как Валькирий, в принципе, так и возможности, это довольно легко проходится. А да, не для меня сложности. Для кого-то это могут быть довольно большие проблемы. Также видите ограничения по времени и количество уровней, которые нужно пройти. То же самое, как этажи были до этого, тут похожая схема. И последний так. Все. Так. Женщин уровень 11 место, 6000 очков на данный момент. И так. Далее блокада. В начале тренинг. Так, ладно, так как лучше нет. Берем то, что есть. Это. И кого-нибудь еще. Так, мне нужно еще 2 на скорость и 3 на электричество, да? Раз. 2. И... ну, пусть будет 3. Раз, два, 3. Здесь меняем. Старт.
任務完了。お待たせいたしました。И дальше также по миссии. И в завершение небольшой значок за вознаграждение. Так. Единственное, что не сказал об этом, есть в ивентах, но здесь пока еще не появился, то, что называется по сезонам, например, Autumn Light или Winter Light, как оно будет еще называться, не знаю. Но тем не менее, то же самое, что можете пропускать как миссии различные, так и для блокада оно работает, или кооперативные сражения. Также он может использоваться здесь, и он не заменяет эту кнопку. То есть, если будет Autumn Light, и вы воспользуетесь, он у вас первые 3 уровня на каждый этаж. Для каждого босса пройдет, и после этого вы также сможете использовать Arena Light, чтобы быстрее пройти эти уровни. Ну, а так, все. В принципе, больших отличий, более значимых, я еще не нашел, за сколько, или может просто не касался их, они более-менее нужны. Так что на этом все. До встречи и до следующей записи.